Поехали. Всем привет! Сегодня с вами пройдемся по 5 упражнениям, которые подготовят вас к взятию штанги на грудь и для упражнения приседания со штангой на груди. Упражнение номер 1. Мы используем резинку. Это может быть разная, зеленая, синяя, красная. Вот. Берем ее вот таким вот хватом. Подходим к штанге. Выставляем где-то уровень плеч, может быть чуть-чуть ниже. Опираемся локтем на штангу и ногой начинаем выжимать вниз. До определенного хруста. Я, конечно же, шучу. По 10-20 секунд. Опять же, не форсируем. Если понимаете и чувствуете, что лучше остановиться и задержаться в одной позе. Если вам позволяет ваша растяжка выжать полностью ногу и поставить в таком положении, это будет, конечно же, круто. Сделали на одну руку, сделали на другую руку. 2-3 подхода по 10-20 секунд, я думаю, что будет для начала достаточно. Упражнение номер 2. Для упражнения номер 2 мы возьмем палочку. Это может быть PVC, это может быть металлическая палка. Прямая рука. Заворачиваем назад и рукой беремся за конец и начинаем вращать. Желательно, чтобы локоть не смещался по оси. То есть не отводите локоть назад, в бок. Желательно, чтобы локоть смотрел вперед. И вот такими вот аккуратными, прошу обращать внимание, движениями мы начинаем растягивать наши плечи, локти. Сделали на одну руку, сделали на другую руку. Опять же, 2-3 подхода по 20-30 секунд на каждую руку будет достаточно. Упражнение номер 3. Для этого нам понадобится 2 штанги. Берем толчковым хватом, вашим привычным толчковым хватом, за голову, локти вперед. Опираемся на штангу, которую мы поставили ранее на стойке, и начинаем аккуратненько подсаживаться. Опять прошу заметить, аккуратно. То есть не делаем резких движений. Находим положение, в котором вы чувствуете всю красоту. Задерживаемся и тянемся. Встали, отдохнули, еще. 2-3 подседа, опять же по 20-30 секунд, я думаю, что будет вполне достаточно. Упражнение номер 4. Мое любимое. Толчковый хват. Берем штангу на грудь. И наша задача отвести локти максимально назад и потом максимально вверх, вперед. Смотрим. Вперед, назад. Будет, конечно, очень хорошо, если у вас будет 180 градусов. То есть с этой точки в эту точку. Единственное, на что прошу обратить внимание, что показываю ошибку. Не вот так вот. Уровень штанги, высота штанги у нас остается прежней. У нас вращаются только локти вперед и назад. Смотрим. Опять же, рекомендую начать это упражнение делать сначала с палочкой, потому что 20 килограмм даже мне тяжело. Вот, при том, что у меня вроде бы уже отработано это движение не 1 год. Потом перейти на 10-15 килограмм, потом уже взять 20 килограмм. То есть не старайтесь форсировать это движение. Вот. Ни к чему хорошему оно не приведет. То есть наша задача развить, поэтому делаем постепенно и очень медленно. И последнее, завершающее, 5. Мы используем 10-килограммовые диски.
И будем делать фронтальное приседание. Что в этом упражнении особенного? Мы его делаем с маленьким весом. Мы медленно садимся, быстро встаем. И мы это упражнение делаем в лямках. Почему? Когда мы делаем упражнение фронтальное приседание без лямок, многие из нас его делают вот так. Либо вот так, либо вот так, либо вот так, либо вот так. Для тяжелой атлетики, для кроссфита это нехорошо. Потому что, когда вы держите штангу полным хватом, всей рукой, вы контролируете в первую очередь и вы чувствуете штангу. Соответственно, наша задача развить подвижность, мобильность, для того, чтобы мы могли подвернуть локти и держать штангу всем хватом. Для этого мы используем лямки. Потому что, когда мы используем лямки, у нас полный хват. Если мы без лямок, у нас всегда есть шанс открыть хват и тем самым скатиться на пальцы. Когда мы делаем это в лямках, мы уже привязались и мы зафиксировали положение, соответственно, штанга уже не может уехать на пальцы. По поводу лямок. Прошу обратить внимание. Никогда в тяжелой атлетике не делайте двойной оборот. Это очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что, когда штанга уйдет назад, и вы будете ее не контролировать, это может привести к плачевным последствиям. И никогда не заворачивайте лямку вот сюда. Опять же, фиксация хорошая, да. Но когда будет момент освободиться, это будет очень хорошо для Инстаграма, для Ютуба, вот, но не для ваших плечей. Соответственно, один оборот, и этого будет вполне достаточно. Также рекомендую вам использовать все-таки в тяжелой атлетике ХБ-лямки катоновые, которые впитывают пот и не скользят. Итак, фронтальные приседания с лямками. Локти вверх, таз назад, колени в сторону. Медленно вниз, быстро вверх. Почему мы все это делаем? Почему нам нужно разрабатывать эту подвижность? Потому что в тяжелой атлетике, когда мы стоим с весом, очень важно, чтобы штанга лежала на наших плечах. Потому что если у вас не хватает подвижности, если у вас не хватает мобилити, ваши локти всегда будут смотреть вниз. Соответственно, штанга будет лежать на ваших клавикулос. Короче, она будет лежать здесь. Она должна лежать на ваших плечах. Соответственно, для этого вам нужно подворачивать ваши локти вверх и распределять нагрузку с этой части на ваши плечи. Вот так. Надеюсь, что это вам упражнение пригодится, оно вам понравилось, поэтому ставим лайки, задавайте комментарии и пишите то, что бы вам хотелось бы увидеть в следующем видео. И мы постараемся обязательно для вас это снять. Всем спасибо, до свидания.